Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня представим вам еще один фонарь от компании Phoenix. Называется модель VT25R. Это промышленная серия фонарей VT, ну или Double VT. И он интересен чем? Тем, что у него можно под разным углом регулировать голову. Также у него еще есть USB-порт магнитный для зарядки. Ну и построен он на аккумуляторе 18650 или питается от аккумулятора 18650 и на 3400 мАч идет в комплекте аккумулятор. Также у него светодиод Cree установлен, соответственно, с ним он может обеспечить дальность свечения до 220 метров. Но по времени я сейчас вам расскажу. И начнем, как обычно, с комплектации. Напоминаю, что мы стремимся к цели в 100 тысяч подписчиков, поэтому не забудьте подписаться на канал. Для нас это очень важно. Начинаем с комплектации. Так, по комплекту поставки. Сначала начнем с коробки. Поставляется фонарь вот в такой картонной коробке. По поводу режимов работы, давайте я вам тогда сразу тоже покажу. И по времени работы, то есть 220 метров, 1000 люмен у него максимальное свечение. Есть стробоскоп, есть режим SOS. На низком уровне 50 люмен, 29 часов 50 метров. Обращу ваше внимание, что по влагозащите IP66 только, видимо, из-за поворотной головы не смогли Phoenix обеспечить IP68, и падение он выдерживает до 1 метра. Так, вес 137 грамм, но это мы сейчас проверим. Так, что у нас идет в комплекте? Сам фонарь, аккумулятор установлен внутри, есть ремешок на руку, есть дополнительная прокладка резиновая для обеспечения влагозащиты. Краткая инструкция. И идет кабель USB Type-A и магнитное крепление зарядное. На магнитном креплении, как вы можете видеть, есть индикатор. Но я сейчас позже вам покажу, когда подключу. Посмотрим. Так, по поводу веса давайте сразу тогда замерим фонарь. 137 там было, да? Так. В граммах, ну да, 140 с бумажкой, там бумажка пару грамм наверняка весит, то есть да, 137, так скорее всего и есть. Габариты фонаря тоже, давайте я вам сразу скажу, 135,3 на 29,4 на 24,1. То есть такой вполне компактный, но если, допустим, его сравнивать с HM61, он, конечно, побольше по габаритам, на 3 сантиметра примерно он длиннее, ну по диаметру примерно такой же. Так, ну вот такая комплектация, сейчас переходим тогда к конструкции. Так, конструктив фонаря, то есть самая отличительная, главная особенность — это изменение угла наклона головы. И она чуть более 90 градусов позволяет поворачивать его. Дальше, вот на этой кнопке есть индикатор заряда батареи. Поверхность вся рифленая и корпус металлический. В хвосте фонаря стоит пластиковая крышка, и она с фиксацией. То есть, чтобы достать батарею, нужно откинуть вот эту планку защитную и уже тогда поднять крышку и вытащить аккумулятор. Аккумулятор 18650 на 3400 мАч. Вот такой контакт позолоченный, минусовой. Внутри у нас пружина стоит, сейчас я вам покажу. Тоже позолоченная. Так, теперь сам рефлектор у нас мятый, светодиод Cree стоит. На сайте написано его название, то есть 50 тысяч часов у него время работы заявлено.
Так, теперь клипса с задней части стоит достаточно широкая, то есть ее можно будет, скорее всего, закрепить на кепку, либо, например, на лямку рюкзака, либо на пояс. Сейчас это все тоже продемонстрируем. Так, ну и порт зарядный выглядит вот таким образом, то есть с магнитом он, поэтому кабель зарядный очень легко подключать. Опять же вот вопрос, да, либо стандартный Type-C здесь будет стоять, либо магнитный порт. У нас тоже возникли сейчас сомнения, но какой же все-таки вариант лучше. Если вы, например, часто пользуетесь фонарем и постоянно нужна зарядка ему, то, конечно, подключать такой кабель проще. Но зато, если вы, например, ходите, его носите на какие-то дальние расстояния, то постоянно таскать кабель тоже не совсем удобно. Ну, то есть стандартный какой-то кабель использовать проще. Ну, то есть тут такое двоякое мнение у нас. Если часто используете, то, конечно, наверное, каждый раз, чтобы не откручивать крышку фонаря или освобождать там порт зарядный, как, например, у фонаря HM60, да, для того, чтобы подключить зарядку, надо постоянно откручивать порт, чтобы осуществить к нему доступ, ну, точнее, крышку, в смысле, я имею в виду, нужно откручивать. Это тоже не совсем удобно, да, и как бы по влагозащите, естественно, такое решение, оно более оправдано, чем, ну, надежность как бы этого соединения все равно поменьше, чем здесь вообще нет открытого контакта никакого. Ну, в общем, смотрите, если часто используете, то, наверное, все-таки магнитные зарядки даже проще. Так, по поводу управления, давайте сначала начнем с питания. Некоторые писали, что обязательно нужно использовать фирменный аккумулятор Phoenix, но на самом деле это не так. Вот у нас здесь несколько 18650 есть аккумуляторов от радиостанций, от разобранных аккумуляторов радиостанции. Вот я вставляю, включаю. Все работает на этом аккумуляторе, не на родном. То есть это неправда, что только фениксовские аккумуляторы должны использоваться. Давайте вот этот еще поставлю тоже. Без проблем. Так, теперь по поводу управления. Включается фонарь длительным нажатием на кнопку. Выключается также. Если нажать кратко, то мы можем увидеть степень заряда батареи. Дальше, когда фонарь включен коротким нажатием, мы можем переключать режимы свечения. Если мы зажмем надолго, то мы переходим в следующий режим – стробоскоп. Также здесь коротким нажатием переключаемся в режим мерцания, ну то есть так называемый SOS-сигнал. Хотя он не соответствует, конечно, азбуке Морзе, но вот таким образом он мигает. Так, теперь, чтобы обратно вернуться в этот режим, нужно опять, ну, в основной режим я имею в виду, нужно опять нажать и зажать кнопку питания на пару секунд. Переключаем. Ну, то есть управление максимально простое. Если вы хотите заблокировать фонарь, чтобы он у вас не включался где-то в сумке, то двойным нажатием, кратким, мы его блокируем. И он теперь, видите, нам показывает, что фонарь заблокирован, и длительным нажатием я его включить не могу. Соответственно, чтобы разблокировать его, нужно опять двойным нажатием его снять. И вот он включается на минимальный режим у нас снова. То есть управление такое достаточно простое и понятное. Забыл сказать, кстати, что в фонаре есть еще на торце магнит. Соответственно, вы можете закреплять где-то на вертикальных каких-то поверхностях фонарь и светить под тем углом, который вам нужен. То есть вот он. Но, допустим, у HM61 сразу скажу, что магнит получше. Вот он на тонкой клипсе держится плохо.
Так, теперь давайте проверим следующее. То есть я аккумулятор извлек, его там нет. Подключаем зарядку. Смотрим, будет ли фонарь светить. То есть вот он таким полузеленым светит. Фонарь работает без аккумулятора, то есть при подключенной зарядке. Так, при этом несколько режимов у нас доступно. Потребляет он в этом вот режиме в максимальном 1,12. Вот сейчас он сбросил, кстати, до 269. Ну-ка вот на 84 ампера сейчас потребление. Но вот в этом режиме он не сбрасывает. То есть можно его использовать как светильник вообще без аккумулятора. Так, теперь давайте я подключу аккумулятор и посмотрим, сколько он будет, какой ток зарядный будет идти через него. Так, вот этот аккумулятор разряжен. Подключаем. Смотрим. 0,35 ампера. Маловато, конечно, идет зарядка. Но тут аккумулятор, наверное, возможно, заряжен полностью почти. Давайте вот этот еще проверим. Так, ну вот пол ампера идет ток заряда. Сейчас я еще напряжение на клеммах этого аккумулятора измерю. Посмотрим, сколько. Измеряем. Ну да, он почти заряжен. 4,08. Так, а этот у нас родной. Тоже самое. Так, и этот, я думаю, тоже заряжен будет. Да, 4,11 даже. Так, нужен разряженный аккумулятор, чтобы проверить ток заряда. Сейчас попытаемся найти. Так, вот нашли один аккумулятор разряженный. 3,6 вольта у него. Так, смотрим. Подключаемся к зарядке. Ну да, побольше. Ток 1,2 ампера. Ну вот и отлично. То есть вполне быстро ваш фонарь будет заряжаться даже через эту магнитную зарядку. Так, теперь смотрите, по ширине луча боковая засветка примерно 80 градусов. Центральный луч, как вы видите, около 20 градусов. Свет нейтральный. Соответственно, для того, чтобы на такой мощности в 1000 люмен достигнуть дальности в 220 метров, естественно, луч центральный достаточно узкий. И оно действительно так, потому что сравнивали мы, например, с HM61, да, он светит намного дальше. У этого заявлено 145 метров, но это действительно так и есть. То есть это все проверено. Так, по размещению, смотрите, вот можно его закрепить на кепку, кому это нужно. В принципе, клипса, конечно, достаточно тугая, но разместиться можно. Так, ну и, соответственно, можно включить и направить, куда вам нужно. Ну, то есть, конечно, выглядит это вот таким образом, но закрепить на кепку его возможно. Так, теперь по поводу рюкзака. Размещу. Так, ну вот, например, на эту лямку, да, его тоже можно разместиться. Единственное, хотелось бы, чтобы еще ниже он мог опускать голову, потому что, видите, он светит чуть
выше горизонта. Если вот его на эту лямку закрепить, то, в общем-то, вот так его носить можно. То есть как раз вот засветка попадает примерно в метре от меня. Ну, вот таким образом фонарь размещается. Ну и, естественно, в руке тоже его держать удобно. Так, сначала фонарь EagleTac TX3R. Это самое слабое свечение. Второй уровень. Третий уровень. Все, это максимум. Свет теплый, как вы видите. Но ширина луча где-то градусов 80, наверное. Так, теперь пистолетный фонарь GL19R. Это малая дальность. Угол, как вы видите, тоже не слишком широкий. Это вот максималка. То есть у него всего 2 режима. До тех вот деревьев дальних примерно сколько? Наверное, около 150 метров. Засвечивает он. Так, фонарь HM60R. Смотрим. Но луч достаточно широкий у него, конечно. Так. Второй режим яркости. Третий. Четвертый максимальный. Так, давайте я на четвертом в самую даль. Ну вот, просвечивает он до 150 метров. Обратите внимание. Но свет у него нейтральный примерно, такой, не слишком желтый, но и не белый холодный. То есть средний, нейтральный. Так, теперь фонарь Phoenix HM61R. Самое малое свечение. Следующее. Но у него луч, конечно, очень широкий. Обратите внимание, да, что он фактически 180 градусов. Второй режим, ну, точнее третий, да, это уже четвертый, пятый. Давайте на максимум ухожу. Но вот, смотрите, та лесополоса, в принципе, видна хорошо. Но по теплоте, да, или по световой температуре тоже средний примерно у него луч. Это, напоминаю, Luminous SST40. Так, промышленный фонарь VT25R от Phoenix. Смотрим, это минимальный режим. Тоже, видите, есть центральный луч и есть боковая засветка. Боковая засветка где-то 100, наверное, 50 градусов примерно. Ну, то есть вы видите, вот сфера ходит. Второй режим, третий режим, четвертый режим. Ну, отлично светит он, конечно. Еще раз. То есть та лесополоса где-то в 150 метрах, которая ярче всего освещается данным фонарем VT25R. Прямо хорошо видно. Цвет тоже нейтральный. Хотя здесь стоит Cree светодиод. Так, смотрите, VT25. Ширина луча видна. Центральная засветка тоже видна. Сильнее. Еще один режим. И самый малый. VT25R. Как видите, луч намного уже, чем у HM61R. Но он и существенно сильнее. Вот я туда даже посвечу. Засвечивает. Так, ну что, давайте заканчивать тогда с фонарем VT25R. Никаких претензий к нему нет. Ну, хотелось бы, возможно, влагозащиту, конечно, побольше, до IP67, IP68, ну и магнит, чтобы в торце был помощнее. Потому что на каких-то крашеных поверхностях или на каких-то небольших он держится плохо, потому что вес достаточно
большой. В целом же управление удобное, магнитная зарядка тоже, я уже сказал, кому-то удобно, кому-то нет. В руке он лежит хорошо, никаких претензий с этим нет. У кого вопросы по данному фонарю есть, задавайте их в комментариях. На этом тогда закончим. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.